Привет! В этом видео я расскажу о том, как я настраивал PixRacer с прошивкой ArduPilot на летающем крыле ZOHD Dart 250G. Итак, первое, что требуется, это скачать программу Mission Planner. Так как то ли провайдер у меня блокирует сайт, то ли какая-то еще причина, я не знаю. Но Mission Planner по-другому я скачать не могу. Поэтому я запускаю Opera в режиме инкогнито и включаю VPN. Так я могу получить доступ к сайту firmware ardupilot.com. ardupilot.org. По-другому он мне не открывается. Идем в Mission Planner и качаем последний Mission Planner Latest MSI и устанавливаем его. Я уже качать не буду, я установил. Далее также потребуется прошивка для плейна, для самолета. Выбирается plane, далее stable. И тут я выбираю свою плату. У меня используется PixRacer. Где он там? PixRacer, вот он. И качаю прошивку arduplane.apj. Ну, в принципе, она у меня скачана. Качать лишний раз ее уже скачал, ладно. Так, все это скачали. В принципе, больше нам интернет не потребуется. Запускаем Mission Planner. Естественно, подключаем PixRacer USB разъемом. Готово, подключил. Он у меня уже прошит, поэтому я сначала сейчас забэкаплю конфиг, чтобы потом восстановить все это дело. Делается это следующим образом. Конфиг, full parameter 3, либо лист, неважно. И save to file. Обзываю там working. Или latest. Мой последний конфиг. Все, параметры сохранены. Далее нужно прошить. Для этого нужно отключиться от PixRacer. Идем в Setup. Install firmware Legacy. 1.3.70. Ну, у меня, опять же говорю, не работает этот сайт, поэтому тут все лагает. Не знаю, в чем разница. Наверное, без разницы. Ну ладно, install firmware. Далее, поскольку ничего это не работает, потому что сервера недоступны, я нажимаю Load Custom Firmware. И выбираю скачанную эту прошивку. Вот, ArduPlane 1 APJ. Ну, говорит, что уже текущая версия прошита. Ну, как-то так. Ну, по сути, ничего не меняется. То есть, нажал Load Custom Firmware. И все, дальше не прошивается сам. Ничего не требуется. После того, как прошили, жмем Connect и подключаемся. Тут предлагает что-то bootloader обновить. Но что-то я как-то пока не рискую. Или нажать. Смотреть, что будет. Can break your board. Не, спасибо. Работает, да работает. Сейчас я сброшу все параметры на дефолтные. Где это? Вот reset to default. Все, параметры сбросились. И PixRacer перезагружается. Жму Connect. Видим, что горизонт плавает, потому что ничего не откалибровано, ни акселерометры, ни компасы, ни гироскопы, ничего. Идем в Setup, Mandatory Hardware и Axle Calibration. Калибруем акселерометр. Делается это следующим образом.
нужно следовать инструкциям мастера и ставить аппарат в нужное положение. Итак, стол у меня горизонтальный. Для проверки, может быть, буду использовать уровень. Вот этот вот. Запишем. Итак, кликаем Calibrate Accelerometer. Place. Сейчас нужно расположить аппарат по горизонту. Горизонтом является вот такая вот плоскость. Вот этот уровень показывает, что он в плоскости. Соответственно, ставим его в плоскость и нажимаем Done. Так, теперь нужно поставить аппарат на левый борт. Делаю также следующим образом. Беру этот свой уровень, мега. Выставляю по уровню. И нажимаю Done. Угу. Сейчас, говорит, на правый борт поставить. Все то же самое. Угу. Сейчас носом вниз. Куда положить? Давай сюда положим. И носом вверх. Что буду считать за плоскость? Вот так вот сделаю. Вот так вот сделаю. Буду считать плоскостью вот эту поверхность. И вверх ногами. Тут все просто. Этой же плоскостью, под столом. Все, написала, что calibration successful. Это значит, что акселерометр откалибровался успешно. Сейчас лучше перезагрузить автопилот. Для этого disconnect. Отключаемся. Подключаемся. Connect. Теперь что мы видим? При установке аппарата в горизонт все четко по уровню. Сейчас ругается на ХРС. Это нормально для ArduPilot. Далее нужно откалибровать компасы. Вот тут вылез следующий нюанс. Дело в том, что вот эти вот две штучки это магниты. И они очень сильно влияют на компасы, которые находятся в PixRacer. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Так выглядит настройка калибровки компаса. Точнее, не калибровки, а меню настройки компасов вообще. В PixRacer два внутренних компаса. Вот можно зайти HVID. Угу. Один компас не определился. Прикольно. Вообще их три там. Давай-ка питание подключу. Внешне. Может, по USB что-то не хватает ему. Забавная штука ArduPilot. То работает, то не работает. Фиг пойми. Так, HVID. Да, обнаружилось все три компаса. Вот первый компас по I2C, это QMC, который находится в GPS. Второй компас по SPI внутренний, и третий компас тоже по SPI. Вот, но нюанс. Если я сейчас запущу калибровку, кстати, такая вот информация для меня была новинкой. Onboard Mac Calibration работает качественнее, чем Live Calibration. То есть лучше выполнять Onboard Mac Calibration. Это я вычитал на официальном сайте ArduPilot. Запускаю, и теперь по классике нужно вращать самолет в разных положениях. Вот так вот. В этой плоскости поворачиваю на борт и вот так вращаю.
можно увидеть, что два компаса калибруются, один не калибруется. Все, два компаса откалибровалось, третий нет. Просит перезагрузить. Делаем это. Итак, подключаюсь снова к полетнику. Я вижу, что получились гигантские офсеты для третьего компаса. Напомню, что это компас, который встроен в PixRacer. Я проверил, я оторвал эту штучку с магнитами, и компас стал калиброваться нормально, с более-менее нормальными офсетами, там что-то в районе 300-150. Вот, но с этими магнитиками компас, встроенный в PixRacer, ни в какую не калибруется. Вроде как для ArduPilot компас постольку-поскольку не сильно важен. Поэтому, как решение, я просто взял и отключил все внутренние компасы. И использую только один внешний. Вот. По науке калибровка компаса делается следующим образом. Сейчас покажу на видео. Итак, калибровка компаса делается следующим образом. Берется самолет. Сначала, самолет, коптер, неважно. В таком положении крутится вот так. Далее, другая плоскость и вращается. Следующая плоскость вращается. Следующая плоскость вращается. Полный 360 градусов. Кверх ногами вращается и вертикально. Все. Вообще сейчас достаточно, там, по-моему, 3 плоскости откалибровать, все остальное само докалибруется. Вот, то есть не то, что там я как крутил, как попало, потому что кабель мешается, и батарейки тоже мешаются, сложно было вращать по науке, поэтому я там как угодно крутил. А так вот, такие вот, достаточно 3 плоскости, и скорее всего он откалибруется. Так, дальнейшую настройку я попробую сделать по Wi-Fi. Для этого подключаюсь к точке доступа PixRacer. Точка подключилась. Для тех, кто не знает, эта точка доступа, это вот этот ESP8266 модуль. ESP-шка, которая поверх PixRacer находится. Вот. Она прошивается специальной прошивкой MAF ESP8266. Если кому-то это интересно будет, об этом я смогу рассказать в следующем видео, как она прошивается, как настраивается, какие там подводные камни и так далее. Вот. Подключились мы по Wi-Fi. Видим, что искусственный горизонт работает. GPS нашел спутники. Wi-Fi не мешает. Видеопередатчик не мешает. Приемник не мешает. Компас откалибровали. Далее радио calibration. Тут все, в принципе, просто. Нажимаем Calibrate Radio и следуем инструкциям. Говорит, что поверните все стики в максимальные и минимальные позиции. После нажатия на кнопку ОК. Делаем это. Видимо, это у меня ноут лагает. В общем, двигаем максимальные и минимальные позиции. Тут я еще не все переключатели настроил. Режим у меня переключается вот таким вот 6-позиционным переключателем. Это уже мой колхоз. Максимальные, минимальные. Крутилки смикшированы, настроены в микшерах. Настройка апа — это тема другого видео. Газ вниз. Готово. Теперь требует, что поставить стики в центральное положение. Жму ОК. Все. Радио откалибровано. Перезагружаем снова PixRacer. Регулятор пищит, потому что не сконфигурирован сервер.
Все, он подключился сразу же после того, как я его запустил, то есть подцепилась точка доступа Wi-Fi, и он сразу по UDP подключился. Прекрасно работает, и ESP-шка мне нравится. Итак, серво-output конфигурируется следующим образом. Первый выход он считается со стороны USB разъема. Он у меня используется как выход на throttle. Все, регулятор нюхнул. Следующий выход, второй, у меня используется на левый элевон. Я выбираю, что элевон left. Элевон left. И правый, третий выход на элевон right. Элевон right. Больше у меня никакие сервы не используются. Я их ставлю disabled. Также нужно перезагрузить, чтобы настройки применились. Throttle, потому что применился, а вот сервы не применились. Сервы не шевелятся. Перезагружаем. Escape Calibration. В принципе, не нужно пока это делать. Потом можно будет откалибровать. Flight Modus. Итак, первый режим, который будет стоять, я думаю, это будет стоять FBWA. Следующий режим, я думаю, это будет, наверное, мануал. Нет, мануал жестко. Наверное, Stabilize. Третий режим, пожалуй, будет Acro. Четвертый режим. Даже не знаю. Круиз. Круиз. И остальные режимы, пожалуй, будет RTL. Да и RTL, наверное. Все. Режимы готовы. Проверяем. Режимы переключаются. Отлично. Failsafe. Так. У меня сейчас пока не настроен датчик напряжения. Итак, Optional Hardware. По идее, это нужно настраивать здесь. Но ArduPilot вот такой ArduPilot, что работает где-то нормально, где-то через жопу. Короче говоря, если настраивать здесь, все идет через жопу. Поэтому идем Full Parameter Stream. Full Parameter Stream. И BAT монитор ставим один. Нет, не один, подожди. У меня в данном случае используется только датчик напряжения, поэтому я ставлю только аналог Voltage Only. Отлично. Так, дальше. Следующий нюанс с PixHav'ом, с PixRacer. Он комплектуется с Safety свитчом. То есть для того, чтобы заармить, нужно сначала нажать на Safety Switch, и только потом можно армить. Я свитч выкинул, потому что бестолковая, как вы понимаете, функция, лишний вес. И для того, чтобы армить без свитча, нужно вот этот вот параметр BRD Safety Enable поставить в 0. В таком случае можно будет армить без свитча. Так, возможно, надо брать параметры, и возможно эти параметры появятся после того, как перезагружу полетник. Потому что должно появиться что-то типа BAT, что-то там, чтобы уже настраивать датчики напряжения. Так, ладно, параметры сохранили. Давай-ка я его перезагружу снова. Возможно, сейчас что-то появится. О, видно, сервы ожили. Так, скачались параметры. Прекрасно. Да, после того, как я поставил BAT Enable, нужно было перезапустить PixRacer, и появились дополнительные параметры. В данном случае BAT Current Pin. Используется третий PixHav, PixRacer, Navio, PixHav 2. Тут все верно. BAT Current Pin. Current это ток. Датчика тока у меня нету. Я ставлю Disabled, чтобы никто не сходил с ума. Далее.
Вообще capacity тоже мне не имеет смысла настраивать, потому что у меня нет датчика тока. Вот, BAT Volt Pin. Все правильно, PixRacer. BAT Volt Pin стоит правильно, двойка. Далее, BAT Volt Mult. У меня используется самодельный делитель. Вот. И для того, чтобы посчитать, что сюда нужно указать, нужно провести простые арифметические операции. А именно, так, подключим? Подключим, да. Я иду в дата, смотрю, что показывает. 25,86 вольт. Но по факту у меня 12 вольт. Соответственно, мне нужно составить пропорцию. Можно там вбить, но она работает там через жопу. Поэтому проще через пропорцию сделать. То есть, пока говорил, забыл. 25.87. .87. Это делить коэффициент 10.1. По факту у меня 12 вольт. Это у нас X. Соответственно, решаем нашу пропорцию. 12 умножить на 10.1. Да, 12 умножить на 10. Я сказал 1. И поделить на 25.87. Получается множитель 4,67. Вот такой вот. Я подлиннее возьму, чтобы более точно было. И пишу его сюда, где множитель. Вот. Готово. Жму в Write Params. Иду в дата. Смотрю. Сейчас напряжение устаканится. Программа, видимо, там усредняется оно. Все. Напряжение батареи устаканилось и равняется 12 вольт. В принципе, все. Датчик напряжения я настроил. Далее RSSI. Также Full Parameters 3. В поиск ввожу RSSI. RSSI Type. Аналог пин. Единица. Write Params. Далее нужно настроить сам пин, который будет использоваться. А может тоже нужно ребутнуть полетник. Так, я, по-моему, перезапускал полетник. Поэтому снова я иду в Full Parameters 3. И ввожу сюда в поиск RSSI. Да, появился RSSI Anapin. Я использую PixRacer, поэтому Anapin используется 11. Так, channel 0 оставляю. Pin High 3.3. Так, запятую он хочет. Указываю напряжение, при котором у меня 100% RSSI. Это 3,3 вольта, 0 это вольт, это 0 RSSI. А выход аналоговый, поэтому напряжение указывается. Пишу в Write Params и смотрю, что отображается. RSSI скачет от 100 до 0. Это, видимо, какой-то баг Mission Planner. Я увидел, что по дисплею при выключенном приемнике RSSI упало до 12. Я сейчас попробую подстроить минимальное напряжение. Поднять его, видимо, там не 0 вольт при нулевом RSSI, а несколько больше. Я попробую поднять эту величину.
Посмотрю в реальном времени, она изменится или нет. Конечно, да. Да, RSI упал до 0. Так. %. Ну, можно сказать, что 0,15 это нулевой RSI. Все, RSI 0. Включаю аппу, RSI 100. Уху! RSI работает, прекрасно. Просто прекрасно, господа. Сейчас проверим настройку серв. Итак, проверяем работу эливонов. Наклоняем влево. При этом левый эливон должен отклониться вниз, а правый должен отклониться вверх. У меня все наоборот. Правый делает наоборот. Значит, правый мне нужно инвертировать. Ставлю галочку инвертировать, а правый инвертирую. В итоге получается, что левый у меня отклонился вниз, правый отклонился вверх. Делаю наоборот. Правый должен отклониться вниз, левый вверх. Все хорошо. Теперь поднимаю нос вверх. Они должны отклониться вниз. Что у меня и происходит. Они вниз отклонились. Делаю нос вниз, они отклоняются вверх. Все. А с инвертированием эливонов закончено. Теперь проверяем работу стиков. Для этого в мануал переключаем. Делаю движение вперед, эливоны поднимаются. То есть он будет задирать нос. А по идее наоборот. Соответственно, мне нужно в радио инвертировать этот канал. Это канал у нас питча. Я его инвертирую. Таким образом, сейчас при движении стика вверх эливоны будут опускаться вниз. То есть самолет будет снижаться. Делаю на себя, самолет будет подниматься. Нажимаю стик вправо. Получается. Да, в правую сторону будет крениться. Влево, в левую сторону. Все, тут все хорошо. Коптер прекрасно армится стиком вот так вот. Arduplane не армится. Что я сделал? Я настроил 7-й канал на ARM. Далее, чтобы этот ARM задействовать, нужно RC7 Option. ARM не за ARM. Параметр 41. RC7 Options 41 ARM. Подписываю. Теперь он должен заармиться. Все. Заармился. Даю газу. Вуаля! Работает. Стик вниз. Дизарм. Также еще один из подводных камней, с которым я столкнулся. Это прошивка MV-OSD. Подводный камень был следующего плана. Стояла галочка Mavlink Автоконфигур Serial Port. При этой галочке MV-OSD сама каким-то образом пыталась переконфигурировать порт последовательный. И тем самым она нарушала работу ESP8266 модуля. То есть у меня отваливалась работа телеметрии Wi-Fi. После того, как я эту галочку снял, MV-OSD перестала что-либо перенастраивать, и у меня нормально заработала Wi-Fi телеметрия. Вот еще один подводный камень. Таким образом, в этом видео я показал базовую настройку PixRacer, калибровки сенсоров, минимальные настройки, с которыми это все работает. Ну, пожалуй, и все. Перед первым полетом потребуется еще немножко поднастроить PixRacer, точнее прошивку в нем. Но это тема отдельного видео. Вот такое довольно длинное видео получилось. Хотелось за 5 минут показать, что и как настраивать, но с ArduPilot по-другому не получается. Прежде чем настроить, чтобы вот вам показать и рассказать, как это делается, потратил, наверное, неделю на какую-то
всю предварительную настройку, потому что то отваливается OSD, то отваливается телеметрия, то отваливается Wi-Fi мост, то логи не скачиваются по Wi-Fi, то еще какая-то засада, если проверить, логи качаются или нет. Вот. Но вроде бы все утряслось, все работает, логи не качаются опять. Зараза. Вроде как все-таки выяснил, что нужно ставить для Serial 5 протокол Mavlink 2. Вот это я сейчас и узнаю. Сейчас поставлю Mavlink 2. Надеюсь, ничего не отвалится. Ребутну его. Ладно, проверим. Но я думаю, все клево, потому что после 30 килобайт всегда по тайм-ауту завершалось чтение логов по воздуху. И вот сейчас я сменил Mavlink 1 на Mavlink 2 протокол на Serial 5 порте. Это как раз на этом порте висит вот этот вот ESP8266 модуль. И скачивание логов у меня пошло. То есть все-таки нужно ставить Mavlink 2. Но теперь пишут No GPS. Ну как так? Ну, Валера, ну ты чё? Самолет будет Валера, честное слово. Почему no GPS? GPS есть. Как no GPS? Ты чё, дурак? Только что был GPS. Почему нет GPS? Куда делать GPS? Зараза. Ну, собственно, на текущий момент все. Я надеюсь, видео было кому-то полезным, кому-то интересным, а кому-то бесполезным. В общем, если это видео было вам интересным, полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео, я думаю, надеюсь, расскажу уже, как прошел первый запуск. И поделюсь опытом по первому запуску крыла на PixRacer на прошивке ArduPilot 4.0.3. Всем пока!